предыдущих выпусках. Четверг, шише. Секс-игрушки. Не-не-не, нахер этих покемонов, все. Сегодня у нас, друзья, Сега. Долгожданная Чё это такое, блядь? Чё это за хуй? Glorison – китайский издатель нелицензионных видеоигр для приставки Sega Mega Drive. Работал в основном или даже исключительно с российским рынком. Примечателен тем, что кроме переводов менял и визуальную составляющую, тем самым изобретая почти совершенно другую игру. Всего команда программистов Glorison исковеркала 23 игры. «1992 год. В России готовится к открытию первый ресторан сети Макдоналдс за пределами Москвы. А в Новой Шотландии, что в Канаде, 3 молодых человека совершили акт террора в одном из макдаковских заведений, убив 3, ранив 4 и в придачу ограбив весь ресторан. Событие получило большую огласку. Да, в этом же 92 году вышла игра Global Gladiators для Sega Genesis. Пожалуй, не столько рекламная, сколько по-хорошему пропагандистская игра. 2 парня на шахматном контрасте, конечно, говорю же, это пропаганда. Они стреляют с сырным соусом и борются с суррогатной едой. Тут, например, ГМО, здесь же, видимо, полуфабрикаты, которые в замороженном состоянии могут полвека пролежать спокойно. Игрушка очень качественная и увлекательная, ведь ей занималась команда, впоследствии работавшая над Аладдином и Червяком Джимом для той же консоли. Ах да, шикосная Cool Spot про красную точку с логотипом. Просто крутой чувак. Но ведь Spot. Клевый парень, Cool Spot. Окей. Игра про клевого парня с логотипа 7up и с той же оперы. Virgin были просто мастерами коммерции. А теперь подумайте, во что могли превратить игру Glorison, которые постоянно старались перелопатить что-то под популярное имечко. Например, Uncharted Water стала пиратами Карибского моря. Чай, пожалуйста. Я куплю кофе для вас. А Lethal Enforcer с Counter-Strike'ом. Эпоха хэппи-милов на Западе, большое детское помешательство. Какое помешательство было у нас здесь, в начале нулевых? Что это за покемон? Гарри Поттер. Мальчик, который выжрал кучу денег несчастных родителей. Даже я помню, как старался ножницами из зеркала сделать себе очки, но проткнул руку. Итак, ну вот, не спрашивайте, почему сразу 2-я часть, я не знаю. Ну уже хочется похвалить Glorison, они даже над звуком немного поработали. Черт, этот музон, серьезно, Гарри Поттер в таком вот виде мне уже понравилось. Только это казалось бы в тему, будь он чернокожим, но в таком случае он был бы скорее домовым эльфом. Нащаться. Заметьте, они даже тся и тся не путают. А у меня есть другой вариант. Есть вариант. Ага, человек. Мы снова играем в симулятор убийцы, что ли? Выберите человека. Почему у меня такое чувство, как будто я играю в симулятор убийцы? Так кого же мне выбрать? Харр или Потт? Харр или Потт? Слушайте, а может это какой-то другой Гарри Поттер, которого и зовут как-то так? Ваше имя? Поттер. Теперь фамилия. Поттер. Теперь твое имя. Гарри. Гарри? Впрочем, вот вам спойлер. От выбора вообще ничего не зависит. Короче, жмем старт и... Ого, боже мой! Холли Болтал. А вдруг это реально какая-то альтернативная вселенная? Почему он рыжий? Это действительно необычный Гарри Поттер. Смотрите. Халибутил Равенкла, голубь ожерелье. Знаете, что такое Халли-Боттл? Гарри Поттер по-китайски. И хрен бы вы догадались, не будь на то каких-либо намеков. Так вот, это Гарри Поттер. А это Халли-Боттл. Совершенно другой персонаж. Бедный Пот. С самого начала уровня его током на просвет дубасит.
А может, это флюорография, чтобы в школе медосмотр пройти. К слову, вон и сама школа. Только вокруг нас-то что? С каких пор территория Хогвартса стала столь опасной? Харкающиеся змеи-гопники, красные соники, кабан, хрен знает что вообще. Да, по книге Гарри пришлось самому добираться в школу, но там на них с Роном Уизли напала лишь одна злобная сущность, дракучая ива. Стоп. Где Рон, мать вашу? Итак, китайцы придумали альтернативный сюжет. Рональд, вечно скрывавшийся в тени звездного друга, убивает его и выдает себя за кумира миллионов. Рональд Макдональд. Да не, это полный бред. В общем, мы просто бежим вперед, собираем какие-то монетки и стреляем жвачкой? То есть, это жвачка? Покемоны? Когда мы стоим и ничего не делаем, происходит я не знаю что. А если нас ударит враг, то... Вы слышали это? Не-не-не, послушайте еще раз. Да хватит уже! Не, ну серьезно, звучит больше так, словно он мазохист какой-то и вовсе даже не против, чтоб в него питон харкнул. Эта игра вообще противоречит всем законам логики. Вот мы погибаем, и нам говорят, что Гарри типа осторожный. Ну алло, он сдох! Кстатички, в саунд-тесте этот звук называется я-ля-ля-ля. Блин. А еще он кричит с закрытым ртом. С улыбкой. Немного напоминает первые официальные видеоигры по Поттеру, где персонажи говорили с закрытыми ртами. Ну как же, это Поттер. Это полтергейст Пивис. Он всегда Да, создает проблемы. Пивис. Пивис не любит первоклассников. Ну чё, по Пивису? Акцио Пивис! В общем, идем, мы идем, и тут встречается нам новый враг. Горшок! Горшок! Пойдем, приятель, в лес! Фамилия Поттер переводится как гончар, глиномес, буквально горшочник. С какого хрена бы ему бояться их? Этот левел-дизайн просто сблев пресноводного заглота. Дойдя до конца, мы увидим, как нас осыпает монетками. Кстати, в оригинале здесь стоял Макдональд. В конце каждого уровня нам показывают комментарий от нашего главного героя. И сейчас он скажет: Не работа, наилучшая работа. Рон, это очень похоже на тебя. Видимо, Рональд вспоминает славные времена со своими друзьями. Но обратной дороги нет, дружище. Кстати говоря, после второго уровня он скажет вот это. Работайте или не будете. Не работа, наилучшая работа. Хотя нет, я передумал. На самом же втором уровне, собственно, ничего толком интересного и нет. Хочется, правда, отметить смену перспективы. С этого момента выходцы из Глорисан умудрились сделать игру как-то покрасивее оригинала. О, горящее колесо от батиной тачки, которую вы благополучно разъебали. Где деньги взять? Давно известно. Домашние деньги. Доступно и честно. Говорят, это здесь. Занято! Третий уровень лес.
Видимо, запретный лес. Потому что еще как-то объяснить такое скопление дичи на территории школы я не могу. Тут по деревьям карабкаются плюшевые медведи. А еще есть плюющиеся кобры. Опять змеи? Серьезно? Глорисон, у вас какой-то фетиш на змей, что ли? Здесь змея, тут змея, вот змея, и это что, одноглазый змей? Также на уровне присутствуют ульи. Если мы их заденем, появится рой пчел, но, как ни странно, они бьют не нас, а врагов поблизости. Интересное решение. Да, когда упортая змея страдает, она орет таки помирающий мужик. О, тайная комната снова открыта! А что еще в лесу его ждет? Да мы только что из леса, алло! Итак, впереди никакой не лес, а, видимо, тайная комната. Потому что этот уровень последний. Кстати, вы замечали, что до сих пор в игре не было ни одного босса? Да и уровней-то маловато. В этом и есть основная проблема. Игра вышла весьма занятной, ну до ужаса короткой и легкой. Босс здесь всего один, в конце. Ну что, готовы к битве с могучим Василиском? На самом деле, зачем повторять изъезженную тему? Все эти Василиски, Волдеморт из дневника, голова Слизерина. Разве этого мы хотим? Своим альтернативным видением китайцы из Глорисон показывают нам то, что должно быть на самом деле. Разнообразие, яркость, интересные враги. И я не покажу вам финального босса. И дело не в том, что вместо Василиска там просто два сраных шарика из двух пещерок. Нет, у этой истории нет подлинного финала. Глорисон дает нам возможность додумать ее самим. До самого конца. Ужасно. Благодаря вас Гарри Поттер закончил путешествие по миру и победил чуды, которые разрушили окружение. Сейчас ресурсы могут опять использовать. Все подтвердило, что он настоящий боец. Если хотите знать больше, то нажайте любой клавиш. О, оперативка!